Hi there. Всем привет! Продолжаем переделывать и перезаливать ролики, посвященные персонажам Resident Evil. В этот раз очередь подошла за Клэр Редфилд. Говорит Найлс Крайг. Погнали! Клэр Редфилд. Родилась в 1979 году. Ее наделили сильным характером и сделали энергичной девушкой, целеустремленная и решительная, иногда действующая необдуманно, но к тому же ласковая и спокойная, непреклонная и предприимчивая, действует без оглядки на других и, как правило, всегда старается сделать первой то, что опять-таки не сделали бы и другие. Она всегда старается помочь каждому человеку, даже если он ей противен. Клэр была создана геймдизайнером Исао Оиши и Хидеки Камии. Причем Исао отвечал именно за дизайн, а Камия за черты характера. Как и в случае с другими персонажами первой части, да и не только, Клэр сделали упор на цвет, который отличал бы ее. В данном случае это красный. Она умеет находить общий язык с детьми. Активная студентка колледжа, умеющая орудовать как ножом, так и огнестрелом. Вдобавок, она без проблем справляется со взломом простых замков при помощи отмычки. Умеет ездить на мотоциклах и очень их любит, но правда на уровне любителя. И даже имеет два своих. Белый, на котором она приехала, и черный, который показан в концовке с результатами игры. Она любит покупать двигатели и делать вещи, удовлетворяющие ее стиль. Во время отношений с парнями Клэр не привязывалась ни к кому из них, хотя у нее их было предостаточно. Родители Клэр, к сожалению, погибли. Их фургон был разбит несущейся буровой установкой, и их личность еле удалось установить, так как их тела были сильно изуродованы. Но в семье она была не одна. Она росла со старшим братом по имени Крис. Он-то и обучил ее стрельбе и некоторым навыкам рукопашного боя. А после смерти родителей они очень сильно сблизились. Когда Крис поступил на службу в ВВС, она познакомилась с его товарищем Берри Бёртоном, который стал близким другом для семьи. Она очень гордилась тем, что ее брат служит в подразделении Старс. Он даже как-то подарил ей нож, также с гравировкой Старс, и золотую зажигалку. Клэр и Крис являются большими поклонниками рок-группы Queen. Это можно заметить по рисунку на жилетке Клэр, а также по кожанке Криса, которая висит в офисе Старс. Или же по бонусному костюму, опять-таки для Криса в первой части. Надпись гласит «Made in Heaven» – «Сделано на небесах». Так называется один из альбомов группы Queen. Во второй части также есть бонусный костюм для нашей героини с еще одной надписью, которая после будет светиться еще и в код Вероники – «Let me live» – «Дай мне жить». Так называется одна из песен группы Queen. Мало для кого остается секретом, что за место Клэр изначально должен был быть другой персонаж – студентка-гонщица Эльза Уокер. Большую часть жизни она прожила в большом городе, а после решила отправиться в Ракун-Сити и поступить в местный университет. В отличие от Клэр, она не увлекалась мотоциклами, а была именно гонщицей и имела свой красный мотоцикл Дукати. Фамилия изначально должна была быть другая – Спейер. Да, изначально она должна была быть сестрой Фореста Спейера из отряда Старс Браво. По одной из теорий, любит носить мешковатую одежду. Ее внешний вид, в принципе, как и Клэр во второй части Код Вероники, если не ошибаюсь, был совмещен из Лив Тайлер и Алифии Сильверстоун. Во время разработки ее внешний вид почти не менялся, она всегда и везде была в гоночной одежде. Но после специально была переработана в Клэр, чтобы придать родство с героем прошлой части. Изначально Клэр, как и Эльза, тоже должна была носить гоночную одежду, но от этого отказались. Итак, прошло 2 месяца, как она потеряла связь с ее старшим братом, который, напомню, служил в городе Ракун в отряде Старс Альфа. Ей стало не по себе, так как до нее начали доходить слухи о странных убийствах, которые происходили в городе, и она решает отправиться за братом.
По прибытии она обращает внимание, что здесь как-то слишком тихо, и заходит в одну из забегаловок, где встречает человека, который поедает труп другого. Находясь в шоке от увиденного и не понимая, что происходит, Клэр просит это не приближаться к ней, но понимая, что попытки тщетны, решает спасаться через черный ход, где сразу же встречает полицейского Леона Кеннеди, который спасает ее от зомби и предлагает вместе отправляться в полицейский участок, а также награждает ее огнестрелом. Но добраться вместе и без проблем им не суждено. Внезапно на заднем сидении только что обращенный зомби приходит в себя и пытается откусить от кого-нибудь кусок. В результате герой попадает в аварию, и к тому же на полной скорости в них врезается бензовоз, и происходит взрыв, который разделяет героев по разные стороны автомобиля. К счастью, все остаются живы и решают добираться до участка на своих двоих. Полицейский департамент оказывается не слишком уж и спокойным местом, как предполагалось, да и к тому же точно становится понятно, что если не весь город заполнен зомби, то большая его часть. Там Клэр снова встречается с Леоном и находит дневник своего брата, в котором говорится, что он отправился в Европу и специально ничего не сказал Клэр, ведь тогда бы она захотела поехать с ним. Переведя дух, что ее брат не пополнил ряды ходящих трупов, они решают валить с города и как можно скорее. По пути ей встречается шеф полиции Брайан Айронс, которого Клэр застает у себя в кабинете, а на столе в этот момент лежит мертвая девушка, дочь мэра. Айронс же говорит, что он должен был, но не смог ее защитить. Но забегая вперед, скажу, что Айронс не так хорош, как кажется. На него вешали обвинения по изнасилованию девушек, но всегда снимали по причине отсутствия доказательств. Его кабинет обставлен разными чучелами, и, как потом станет известно, шеф занимается таксидермией. Когда произошла вспышка вируса, по приказу Амбреллы, Айронс заметал следы и всячески препятствовал утечке информации, так как получал от Амбреллы взятки. Но когда он пытается кинуться на Клэр, так как та узнала обо всем этом, то погибает от рук мутировавшего Уильяма Биркина, с которым она позже вступит в бой и не один раз. На участок также был сброшен тиран Т-103, миссией которого являлось забрать образцы G-вируса. Клэр также встречает маленькую девочку, Шерри Биркин, которая по просьбе матери отправилась в участок и, сама того не осознавая, носит на шее образец G-вируса, который спрятан в обычном клоне. Ее родители, Аннет и Уильям Биркин, работали на Амбреллу и были причастны к созданию вируса. После того, как герой решает уходить через канализацию, Клэр упускает Шерри из виду. Но ей встречается Аннет, которая как раз и рассказывает, как произошла эпидемия и о судьбе своего мужа. За образцами Амбрелла отправила отряд, и в ходе диалога один солдат случайно подстрелил ее мужа. В итоге Уильям инфицировал себя и надавал по щам своим обидчикам, в то время как крысы, нажравшись вируса, растащили его разными способами по всему городу. После скитания по канализации Клэр все-таки находит Шерри и понимает, что мутировавший Уильям сумел отыскать ее раньше и отложить в нее эмбрион, который через некоторое время должен вылупиться с летальным исходом для Шерри. Клэр оказывается в лаборатории, где встречается с тираном, и дабы спастись, выкидывает образцы G-вируса в чан с раскаленным металлом. Тиран же, пытаясь его поймать, летит следом. После она снова встречает Аннет, которую в этот раз убивает Уильям, но перед смертью она успевает рассказать Клэр, как сделать вакцину, чтобы спасти Шерри. У нее успешно получается, и она, действуя в коопе с Леоном, запускает поезд. Но укатить спокойно не получается, так как все еще живой Уильям оказывается на поезде, и тот собирается через некоторое время взорваться. Герой находит способ затормозить его и на своих двоих успевает выбежать из тоннеля перед взрывом. После чего Клэр решает продолжить поиски своего брата, а Шерри же остается с Леоном. Касательно этой ситуации даже есть эпилог. Также есть эпилог, который связан с Крисом. В нем он узнает, что его сестра искала его, но была поймана. Как нетрудно догадаться, этот эпилог подводит нас к событиям Код Вероники. Как говорит Миками, в Верке Клэр стала немного жестче, и теперь ей легче справляться с различными ситуациями. События Вероники происходят через 3 месяца после Ракун-Сити. Клэр отправилась на поиски своего брата и проникла в одну из парижских лабораторий Амбреллы, где успешно была поймана. Ее отправили на остров Рокфорд. Этот остров был захвачен Амбреллой в 90-х годах, который включал в себя концлагерь для врагов и предателей компании.
В Resident Evil Код Вероника X Клэр была доставлена на остров 27 декабря 1998 года. Но в оригинальной биографии Biohazard на Dreamcast она на самом деле прибыла на несколько дней раньше, 22 декабря. А это значит, что она провела Рождество в своей камере и просидела в темноте 5 дней, прежде чем остров был атакован. Так или иначе происходит та самая атака, проведенная военизированной группировкой HCF с применением Т-вируса. Вскоре глава местной охраны и тот же человек, который сопровождал Клэр до камеры, освобождает ее, давая ей шанс на спасение, хоть и сам не верит в него. Оказавшись на кладбище, Клэр встречает зомби и понимает, что ей снова придется пережить этот кошмар. Позже она пересекается со Стивом Бёрсайдом. Он 17-летний подросток, который был отправлен сюда после того, как его отец предал Амбрео на черном рынке. Клэр и Стив нашли самолет для того, чтобы сбежать с острова, но им неоднократно препятствовал Альфред Эшвард, командир острова, который считал, что Клэр виновата во всем том, что случилось с островом. Позже встретился и сам виновник, которому как раз-таки подчинялась напавшая группировка – Альберт Вескер, который, как выясняется, не умер во время событий первой части, так к тому же еще обзавелся некими нечеловеческими способностями. Во время борьбы за свою жизнь Клэр успел отправить письмо о помощи Леону через компьютер. За время пребывания на острове Клэр ближе знакомится со Стивом, и тот начинает сеять в ней сомнения по поводу сущности людей. Когда она сказала ему, что нас обязательно спасут, Стив ответил, что лучше всегда рассчитывай только на себя, иначе разочаруешься в людях. В следующий раз Стив показывает ей оружие и говорит: «Видишь? Это надежнее любого человека». Клеросил на тот момент не совсем выкупает его логику, что в дальнейших играх серии изменится. Она понимала, что среди людей есть подонки, но сравнивать жизнь человека и бездушную штуку – это было за гранью ее понимания. В одном из моментов Стиву пришлось убить своего отца, который напал на Клэр, будучи обращенным в зомби. Хоть и напрямую такие события не происходили с Редфилд, но она понимает горечь его утраты. Ведь, как мы помним, родители Клэр также погибли. Прыгнув в самолет и одолев тирана, герои уже почувствовали вкус свободы, но не тут-то было. Самолет автоматически берет курс на Антарктиду, и наши герои будут лететь туда в течение суток. Прибыв, Клэр и Стив обнаружили, что вся база Амбреллы тоже стала жертвой вспышки Т-вируса, принесенным отступающим персоналом из Рокфорта. Во время скитаний герои обнаружили, что они находятся в нескольких милях от австралийской полярной наблюдательной базы и планировали сбежать на грузовике. Также они снова встретили Альфреда и наградили его ранением. Но однако, умер он не сразу и сумел вывести из криосна свою сестру Алексию, которая мутировала от Т-Вероники. После боя с отцом Эшвардов Александром, героям удалось прыгнуть в грузовик, но сбежать опять не вышло, так как им помешала Алексия, и герои успешно стали ее пленниками. Придя в себя, Клэр видит перед собой ее брата, который специально прибыл спасти ее по наводке Леона. Герои невольно разделяются, и Клэр идет вызволять Стива, но не успевает. Его уже заразили вирусом, и тот начинает мутировать, а после пытается убить и Клэр. Но все-таки временно он смог справиться с вирусом и нанести удар по щупальцам Алексии, а та, в свою очередь, наградила его смертельным ранением. Еле дыша, Стив говорит, что твой брат все-таки прибыл, чтобы спасти тебя, тем самым понимая, что не все люди уроды. Но, к сожалению, он осознает свою судьбу, признается Клэр в любви и умирает. Ранее уже можно было догадаться, что Стив заглядывается на Клэр, в то время как она же относилась к нему просто как к Шерри, то есть хотела защищать и оберегать. Но как любовного партнера она его не видела. Ее брату удается активировать систему самоуничтожения, и Клэр отправляется к истребителю, пока Крис задерживает Алексию. Однако она попалась Вескеру, и тот сказал, что забрал тело Стива для определенных экспериментов, и, возможно, получится его оживить. Что, скорее всего, было сказано специально, дабы задеть Клэр. Однако нашим героям везет, и они успевают спастись. Крис намерен положить конец повторяющемуся кошмару и уничтожить Амбрео, в то время как Клэр просто просит, чтобы он больше никогда не оставлял ее одну. И спустя время она засыпает. Ей начинает сниться сон, который является игрой Resident Evil Код Вероника Gun Survival 2, в конце которой Клэр и Стив спасаются и улетают. Придя в себя, она думает, что все хорошо, и за штурвалом как раз таки сидит все еще живой Стив.
но спустя время чары сна развеиваются, и она осознает горькую реальность. Одежда Вероники у Клэр, кстати, изначально должна была быть такая же, как и во второй части, но благо от этого отказались. После инцидента Клэр начала навещать Шерри во время ее домашнего ареста, когда она находилась под охраной правительства США, но с неограниченными правами посещения, разрешенным ее законным опекуном Дереком Симмонсом. Хотя существование Шерри было абсолютно секретным, и особенно Вескеру нельзя было этого знать. Клэр не доверяла Симмонсу, считая, что он преследует свои цели, что заставило ее отправить письмо ей с предупреждением, но она его так и не получила. Шерри считала Клэр своей новой матерью и мечтала стать такой же, как она. Да и в целом, Клеросил оказала значительное влияние на личность девочки. После всех инцидентов с вирусами, Клэр вступила в неправительственную организацию TerraSafe. Их целью являлось предотвращение биотерактов, а также оказание медпомощи во время и после них. В 2005 году TerraSafe обратили внимание на Виофарму, фармацевтическую компанию, которая попала в заголовки газет после ее связи со вспышкой Т-вируса в Индии. Фактически, инцидент был биотерроратакой, для борьбы с которым Виофарма применила Т-вакцину. Терроратака была скрыта, но просочились кадры с Виофармы, что дало неверное представление о том, что они проводили бесчеловечные испытания на людях. Клэр приехала в родной город компании в рамках организованной акции против сенатора Рона Дэвиса, который, как известно, вкладывал большие средства в компанию. В аэропорту Клэр встретилась со своей подругой и ее племянницей Рани. Та узнала Дэвиса и привлекла внимание ближайшего журналиста, и тот сразу попытался взять у него интервью. Но их прервал протестующий в маске зомби, а после появился и настоящий зомби. Также не менее неожиданно в аэропорт паркуется самолет, на борту которого также все обратились в зомби. Клэр снова приходится выживать среди старых знакомых. Ночь застала выживших в вип-зале терминала, в котором они решили укрыться, и там начали вызывать помощь. Клэр услышала поблизости выжившего и отправилась выяснять, так ли это. Ведь, как мы помним, она всегда старается помочь каждому. В конце концов, она сталкивается с Леоном и бойцами Анжелы. И вместе они пытаются сбежать через вестибюль, аргументируя это тем, что зомби медленные, а пространство там большое. Но когда они пробегают, друга Анжелы, Грега из отряда, заражает зомби, и он решает остаться и отбиться от наступающей вражды, чтобы выиграть время. Дэвид бросается к выходу, сбивая Рани с ног. Прямо к толпе зомби. Клэр, не задумываясь, прыгает на выручку. Леон делится стволом, и ей удается перенести свою смерть. Герой успешно выбирается, и Редфилд узнает грузовики с Виофармой, прибывающие на место происшествия, и начинает требовать ответы. На что ей отвечает, что это Т-вакцина, которую разработал Фредерик Даунинг, с которой Клэр уже разговаривал в аэропорту до происшествия. Фактически все морпехи, которые сейчас находятся в здании, привиты этой вакциной. Леон подтверждает создание вакцины. Анжела начинает гнать на Кеннеди, мол, почему он не сказал раньше, ведь если бы все были привиты, то Грег был бы жив. На что отвечает сам Фредерик, говорит, что все было бы по-другому, если бы TerraSafe не загнали их в угол. Мол, они издеваются над компанией с благородными намерениями и только ухудшают положение. Клэр ловит ноту грусти, ведь понимает, что она промахнулась с выводами и винит во всем себя. Внезапно грузовики с вакциной взрываются, и герой быстро делает вывод, что это очередная биотерроратака. Клэр и Фредерик едут в штаб-квартиру Виофармы, чтобы проверить исходные данные о вакцинах. Фредерик проводит ей экскурсию, а также сообщает, что втайне от сенатора тут хранится G-вирус, и они хотят сделать из него вакцину. Клэр же хочет предупредить об этом Леона, дабы он принял меры, но Фредерик просит этого не делать, а сам же удаляется из кабинета, мол, проблемы с серверами. После он звонит Клэр и говорит, что встретил подозрительного парня, и здесь находится бомба с часовым механизмом. Клэр узнает в нем Кертиса Миллера, который ранее был исключен из TerraSafe за то, что пытался агрессивно оказывать давление на Виофарму о разглашении испытаний в Индии, и был арестован за шантаж. После чего происходит взрыв. Придя в себя, она оказывается ранена осколком в ногу, благо через некоторое время ей встречается Леон, и она отправляется в центральную диспетчерскую. Кертис инфицировал себя G-вирусом, и система объявляет тревогу, которая включает в себя уничтожение лаборатории. Бой на себя с ним берет весь прибывший отряд, а также Леон. И хоть и не без проблем, но дело доводит до конца. Клэр видит, что все это было записано и отправлено третьему лицу. Она обвиняет сенатора в том, что он стоит за всем этим, дабы поднять падающие акции Виофармы.
Дэвид отрицает это, или он соглашается с тем, что он не несет никакой ответственности. Вскоре у Клира Сил складывается картина того, что Фредерик сымитировал свою смерть, чтобы сбежать с вакциной и продать ее на черном рынке. Герой в итоге срывает сделку, и Фредерика арестовывают. На следующий день Леон рассказывает, что Фредерик сознался во всем, включая все биотерроратаки и даже инцидент в аэропорту. И все это было задумано как коммерческое предложение генералу Гранде. Фредерик был исследователем Umbrella, который украл образцы обоих вирусов и сбежал из Ракун-Сити перед инцидентом. После же стер свою историю и создал новую личность, с помощью которой можно было бы обратиться в Вилфарму. Оказавшись там, он смог продать вирусу списку потенциальных клиентов, исследуя вакцину. Герои расходятся, согласившись на том, что когда они встретятся в следующий раз, вокруг будет более безопасно. Об этих событиях узнал и Крис. Он лично позвонил Клэр, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Здесь, кстати, у нее изначально должны были быть более высокие сапоги, которые больше подходят ее байкерскому стилю. Но также до релиза эта идея не дожила. Забавный момент с воспоминанием. Данный фрагмент не может быть каноничен, так как у Клэр на тот момент еще не было дробовика, да и у нее вообще его не было. А если учесть, что Клэр Сил и Леон еще вместе, значит это происходит до аварии. И Клэр должна быть вообще без огнестрела. В 2006 году, 6 лет спустя после гражданской войны в Пенамстане, большая часть страны находится в руинах, и беженцы зависят от ООН и TerraSafe в обеспечениях продовольствием и жильем. Клэр отправляется в город, чтобы осмотреть один из лагерей, и встречает маленького мальчика. Он дает ей рисунок того, что он видел в этом году. Это люди, которые поедали друг друга. После нападения на Белый дом, Клэр прибывает на запланированную встречу с пресс-секретарем, но ей говорят, что он якобы в отпуске и отсылает подальше. Затем она замечает Леона и рассказывает, что пытается добиться постройки школы и больниц в Пенамстане, а также показывает рисунок мальчика. Вдобавок к этому, она краем глазом увидела того, кого называет героем Пенамстана. Ведь был отряд бешеных псов, которые смогли пройти через весь этот кошмар и вернуться живыми, хоть и не в полном составе. Вернувшись в свой мотель, она начинает вести расследование того, что произошло на самом деле. Просматривая кадры новостей и газетные вырезки, она собирает информацию у себя на стене. Среди этой инфы споры, связанные с вмешательством США, такие как утверждение о том, что это было организовано просто для запугивания китайцев. Она начинает присматриваться к солдатам, которые служили там, и узнала, что 5 из 7 отряда бешеных псов, вернувшись, покончили с собой. Она направляется к одному выжившему и узнает, что он тоже свел счеты с жизнью. Но она нашла предсмертную записку и понимает, что все из отряда бешеных псов были заражены новым штаммом вируса. В Белом доме Клэр снова игнорит, и когда она возвращается в мотель, на нее нападают агенты секретной службы и с помощью электрошокера оглушает. Она приходит в себя привязанной к стулу под секретным исследовательским центром, расположенный под базой ВВС, где они проводили исследования по созданию суперсолдат. Уилсон пытается подкупить Клэр, но в итоге был послан в грубой форме. После тот самый герой Пенамстана Джейсон прибывает и мутирует. Компьютер объекта определяет наличие БО и начинает сбрасывать других солдат в чан с кислотой. Также сюда прибывает Леон и Шен Мэй и спасает Клэр от смерти. Леон вступает в бой с Джейсоном, Клэр же пытается помочь, используя краны, но пользы от этого не то чтобы было много. И ни одна из ее попыток не увенчалась успехом. Леону, конечно же, в итоге удается убить Джейсона, и они вдвоем спасаются, так как Шен Мэй была убита опять-таки Джейсоном. Ближе к вечеру Клэр встречает Леона у Белого дома и просит передать ему чип, чтобы та могла его отдать прессе. Однако Леня отказывается, чего Клэр явно не ожидала и разочарована его решением. В 2009-10 году после смерти Вескера Шерри больше не нуждалась в защите, и она стала правительственным агентом США, хоть и Клэр была против. Они все равно также часто продолжали видеться, как только им позволяло время. После она встречается с Крисом, с которым они тренируются в стрельбе, и начинает еще больше за него волноваться, ведь он через многое что прошел, с чем другие люди просто-напросто не смогли бы справиться. Далее, на одной из сходок TerraSafe Клэр знакомит Леона с братом. И ей показалось, что они поняли друг друга и со стороны выглядели как друзья, которые не виделись лет 10. Клэр считает, что эта встреча была главным шагом для преодоления барьера между BSAA и правительством США. На одной из вечеринок TerraSafe, на которой также присутствовала Клэр и дочь Берри Бёртона Мойра, происходит нападение неизвестной группы лиц. Наших героинь еще определенных людей хватает и направляет на тот момент в неизвестное место.
Придя в себя, Клэр оказывается в одной из тюремных камер. Как же она это любит. И обнаруживает у себя на руке некий браслет. Предназначение его пока неизвестно, и она решает выбираться. Благо, клетка открывается сама. Сразу же она встречает Мойру, у которой на руке красуется такой же браслет. По пути встречает еще одного сотрудника TerraSafe, Джину, которую кто-то преследовал, и от большого количества ран она погибает. Можно отметить, что здесь у Клэр несколько изменилось мировоззрение и характер. Особенно это становится заметно, когда Клэр подбирает пистолет, и на вопрос Мойры она отвечает словами Стива. Это надежней любого человека. Новые виды зараженных не заставляют себя долго ждать. В скором времени с ними на связь выходит некая женщина, именуемая надсмотрщица, которая явно настроена недоброжелательно и говорит, что вам еще только придется обуздать свой страх. Героини добираются до вышки. Мойра пытается отправить сигнал о помощи, а Клэр тем временем забирается на самый верх и с ужасом понимает, что они находятся на изолированном острове. Надсмотрщица приказала им идти в Воссек. По пути туда, на хуторе, они встретились с еще похищенными членами TerraSafe – Гейбом и Педро, которым также удалось выжить. С ними снова на связь вышла эта женщина и прояснила, что все заражены вирусом Т-Фобос, который активируется, когда носитель испытывает панический страх. Все существа, которые встретились им ранее, это результат активации вируса человеком, который испытал тот самый страх. А браслет – некий дозиметр страха в организме. Зеленый – нормальное состояние, оранжевый – тревога, мигающий красный – страх, красный – мутация. Однако героев это не останавливает, и они решают сваливать. Находят и успешно чинят вертолет. В этот момент взвыла сирена, и на героев со всех сторон нападают зараженные, которые называются, кстати, страдающие. И протагонистам приходится укрыться и держать оборону в доме. Во время нападения Педро испытывает тот самый страх и мутирует в более сильное существо. Однако девчонкам помогает выбраться Нил, начальник Клэр, который позже отвлечет внимание страдающих на себя и даст время сбежать Клэр и Мойре. Мойра замечает, что у Нила браслет был все время зеленый, и начинает подозревать, что здесь что-то не так. Однако Клэр не хочет верить в то, что Нил плохой парень, и просто отмахивается от этого. Далее героиня встречает маленькую девочку, Наталью, которая проживала на базе TerraSafe и также была похищена. Тут прослеживается еще одно изменение в Клэр. Если раньше она умела расположить к себе маленького ребенка, то теперь что-то в ней изменилось, и этой аурой она больше не обладает. Инициативу берет Мойра, и вместе они продвигаются какое-то время, до тех пор, пока не увидит Гейба, который хотел улететь на вертолете, но надсмотрщица не дала ему этого сделать. И пока героини были увлечены этим зрелищем, у них прямо из-под носа кто-то похитил Наталью. Пройдя немыслимые трудности, героини попали в башню. Клэр и Мойра узнают правду о своем похищении. Нил Фишер – агент ранее расформированного FBC. Он, можно сказать, продал участников TerraSafe надсмотрщице в обмен на образец Ураборос. И на удивление Фишера, именно его она и ввела Нилу. Чуть позже героиня вступает с ним в бой. В итоге Нил был убит Мойрой, которая из определенных моментов своей жизни напрочь отказалась пользоваться огнестрелом. Но ей удалось обуздать свой страх. Надсмотрщицу зовут Алекс Вескер. Именно до нее наши героини в скором времени и добираются. Алекс уже начала свой непонятный эксперимент, и много времени не проходит, как по непонятным причинам она совершает самоубийство, говоря, что пытается спастись. Алекс Вескер была больна и хотела перенести свое сознание в другое тело, чтобы выжить. Именно для этого она и похитила людей из TerraSafe. Она отобрала кандидатов только тех, кто в своей жизни пережил что-то ужасное, так как для ее эксперимента требовался человек с высоким порогом страха. Им-то и стала Наталья, которая пережила смерть родителей в Террагриге. Сам комплекс начинает разрушаться. Клэр и Мойра почти выбрались, но последнюю в конце забега завалила обломками. Клэр не могла ей помочь и была вынуждена выбираться одна. Она чудом была найдена и спасена береговой охраной и доставлена в больницу. Берри узнал о том, что его дочь была похищена, и моментально примчался, когда узнал, что Клэр удалось обнаружить. Она рассказала обо всем Берри, который служил в BSAA, но точное расположение острова не было известно, и на подтверждение ушло полгода. После Берри отправляется на поиски дочери. Клэр тоже не желает оставаться в стране и хоть с задержкой, но все равно прибывает на остров, где уже семейка Бёртонов вместе с Натальей пытается спастись от мутировавшей Алекс и совместными силами ее уничтожает.
После Клэр, Мойра, Берри и Наталья улетает с острова, в то время как на него прибывают силы BSAA. Клэр в свое время успел встретиться с отрядом своего брата. Многие были приятно впечатлены этой встречей, так как все ожидали увидеть девушку таких же габаритов, как и Крис. Пирс Нивенс даже предложил ей время от времени переписываться хотя бы по электронной почте. В 2013 году Клэр едет в гости к семье Бёртонов и по пути созванивается с Пирсом и узнает о том, где сейчас находится ее брат, и просит, чтобы тот приглядывал за ним. Бытует, кстати, мнение, что Клэр могла засветиться в 6-й части, но в итоге ее заменили на Хелену. В 2014 году Клэр и Тересейв были отправлены на остров Санита де Тартуга для расследования сообщений о необычной возможной деятельности, связанных с БОО. Однако туда отправилась подчиненная Клэр, Инес Диака. Сама же Редфилд двинулась на соседний остров Занаория, и там, в районе Канеха, на рыбном рынке, Клэр обнаружила сильно мутировавшую рыбу, которая оказалась живая. Она запечатлила ее и отправила фото Инес, и сделала вывод, что, возможно, сам остров Санита де Тартуга является источником заражения. Ее напарницу должна была встретить там Марию. С ней они познакомились, когда читали лекцию в старших классах об угрозе биотерроризма. Дальнейшее расследование привело ее к историческим документам в городской библиотеке, в котором она узнала, что раньше здесь была военная база, а после ее выкупил Озвуд Спенсер и построил исследовательский комплекс, в котором проводил исследования. Клэр попыталась предупредить свою подчиненную, которая как раз находилась на том острове, но дозвониться она не смогла, а после получила от нее сигнал бедствия и решила, что дела совсем плохи. На острове должны были проходить съемки телешоу «Выживание идолов», в котором участвовали модели разных уровней, своего рода последний герой, только чисто в купальниках. Однако по военным причинам произошло заражение, и практически все участницы, как и съемочная группа, стали зомби. Также было замечено еще БО неизвестного происхождения. Она решает попросить помощи у брата, но он находится на задании и сам помочь ей не может. Однако он отправил на помощь одного старого знакомого – Паркера. Клэр с отрядом BSAA прибывает в самый разгар событий. Инус удалось вытащить из передряги, как и некоторых участниц шоу. Отряд Паркера пытается противостоять нескольким БО, однако последний оказывается сильнее. Паркер дает наводку Клэр, где искать комплекс. Она и оставшиеся выжившие находят его. Во время похождений Инес сталкивается с охотником и от полученных ран умирает прямо на руках у Клэр. Другая же девушка по имени Лаура сбегает от героев. На одном из фото Клэр узнает свою старую знакомую – Алекс Вескер, а рядом с ней изображен другой человек, который в скором времени предстанет перед ними – Дик Мюллер. Он рассказывает о плане Кадоху. Он считался проклятием. В банку помещали змей и крупных насекомых, которые истребляли друг друга, и считалось, что тот, кто выживал, получал это проклятие. Между БО решили сделать то же самое, дабы определить сильнейшее. На них нападает тоже существо, которое они видели на пляже, но благодаря совместной работе Клэр удается добраться до выключателя, чтобы открыть дверь к выходу. Однако выясняется, что Дика уже кто-то связал. Виновница находится быстро. Ей оказывается одна из участниц шоу, которое должно было сниматься на острове – Джулия. Она была двойным агентом и рассказывает, что ее наняла компания Шенья, дабы забрать наработанные Амбреллы, и именно сейчас они высаживаются на остров. Клэр и выжившие пытаются оказывать сопротивление, однако Джули вырубает Клэр, убивает Дика и без труда справляется с остальными. Тем временем открывается дверь и приходит второе БО, и начинается бой между ними. Выигрывает, как и нужно, сильнейшее. К тому времени стерилизация ампулы вируса завершается, и Джули решает избавиться от пленников, предварительно помучив их. Но вкус победы она ощущала недолго. Пришла обращенная Лаура, которая заразилась еще во время выживания на острове, и во время укуса они вместе упали в шахту. Клэр и другие выбираются на остров и встречают бойцов той самой компании, с которыми быстро расправляется мутировавшая Джули, которая так не хотела умирать и вколола себе вирус. Выжившим удается запрыгнуть на судно, но Джулия все равно настигает их, и хоть и не без проблем, но ее побеждает. После этого Клэр и часть выживших прыгает в первый вертолет и улетает. Отлетев на приличное расстояние, они замечают, что на острове что-то происходит. Как потом выяснится, Джули не погибла и все еще пыталась убить оставшихся выживших, но ей это так и не удалось. После всего этого, через 2 недели, Клэр пишет отчет Крису. Через год
Клэр по звонку явилась на пляж Сан-Франциско, так как по неизвестной причине на берегу оказалась мертвая касатка, на которой был трекер TerraSafe. Исследовав рану, стало понятно, что это не могла сделать никакая из известных акул, так как место укуса слишком большое. Она взяла образцы и передала их советнику BSA Ребекке Чемберс. При дальнейшем рассмотрении в ней обнаружился улучшенный Т-вирус. Его отличие в том, что носитель не подает никаких визуальных симптомов о заражении, а просто становится зомби. Ранее в окрестностях Сан-Франциско уже происходили заражения данным штаммом. Хоть и не сразу, но все-таки удалось обнаружить связь между зараженными. Все они не так давно посещали тюрьму Алькатрас. Недолго думая, Клэр, Крис и Джилл направляются туда. Ребекка же остается, чтобы разработать вакцину. В Алькатрасе, как по приказу, люди также начинают обращаться в зомби один за одним, опять-таки без каких-либо визуальных симптомов и даже без укуса. Семейство Редфилдов разделяется с Джилл и находит выжившего, который представился как Тони Дэвис. Не пройдет много времени, как Клэр и Крис почувствуют, будто их укусил комар, и силы начнут покидать их. И в таком состоянии они окажутся заточены в камере. На помощь прибегает Джилл в компании Леона, который прибыл на остров арестовать Антонио Тейлора. Им оказывается тот самый человек, который представился как Тони Дэвис. На сцену выходит и сам Плохиш, который специально организовал здесь ловушку для наших героев. Дилан Блейк. Становится ясно, как вирус попадает в организм. Дилан создал мелких биодронов, которые незаметны для глаз, и которым он сам указывает путь, кого заразить, и те всегда достигают своей цели. Он произвел их в большом количестве, дабы заразить огромное опять-таки количество людей. Он считал, что все организации, в которых работают протагонисты, извлекают выгоду из биотеррора и специально не делают сильных усилий, чтобы положить этому конец. За это он и хочет, чтобы они заплатили. Тем временем у Клэр сильнее начинают проявляться симптомы, и Блейк предлагает убить ее Джилл. Та начинает мешкаться и в итоге, благодаря Леону, сбегает, а Дилан же стреляет в Тони. Несмотря на свое состояние, Клэр все равно борется с собой и пытается ему помочь, что также удивляет его, и он отдает ей ключ доступа к управлению дронами, ну а сам же умирает. Но благо, Клэр героев такая участь не постигла, так как Ребекка, которая осталась разрабатывать антидот, успешно добралась до цели и прибыла, вовремя исцелив героев. Они бросаются вдогонку и натыкаются на Дилана, который вколол в себя вирус и объединился с акулой Мегалодон. Пока основная компашка пытается что-то с ним сделать, Клэр и Ребекка успешно получают контроль над биодронами и направляют на противника, дабы дестабилизировать его ДНК, а после уничтожают. Теперь хотел бы затронуть тему касательно парней Клэр. Мол, они либо умирают, либо становятся монстрами. Как я говорил в начале, до событий игр у Клэр было достаточно пацанов, поэтому орать, что она целка, мы не будем. Ладно, она просто пользовалась популярностью среди них. Ее часто пытаются трахнуть со Стивом, мол, он умер, и она теперь несчастна. На самом деле, Клэр не была влюблена в Стива, а, как я уже говорил выше, относилась к нему примерно как к Шерри, то есть хотела оберегать и защищать. Что не скажешь про Стива, который наоборот испытывал к ней чувства. У многих сразу же разыгралась фантазия, когда услышали фразу «загадочный парень, который мешает Клэр спать по ночам». Она имеет в виду свою работу. Это банально неправильный перевод с японского, в то время как некоторые фанаты подумали, что Клэр половая жизнь лучше, чем у всех в резике вместе взятых. Один из мифов про любовные терзания по Нилу, но тут корень проблемы также лежит в неправильном переводе, и помимо того, что Клэр начинает плакать, когда видит обращение Нила, так еще и Мойра пару раз на это намекает, и многие попытались это связать с ее разбитым сердцем. Но нет. Об этом говорят даже сами разрабы в интервью, и к Нилу она на тот момент испытывала лишь уважение и банально не могла поверить в его предательство. Также многие фанаты топят за пейринг. Клеон, Клэр плюс Леон. Но в каноничной вселенной пока это невозможно. Ведь как Клэр когда-то выразилась, ей не нравятся такие зажатые парни, как Леон. А те моменты, которые мы можем видеть в ремейке второй части или же сериале, просто лишь дразнят фанатов. И также, если не ошибаюсь, ноги из этого мифа могут расти из книг Стефани Перри. Вроде бы она там поднимала эту тему. Плюс постоянная на тот момент актриса озвучки имела неосторожность сказать, что ей тоже нравится эта пара.
Клэр светится в игре «Хроники темной стороны», в которых происходит вольный пересказ второй части и кода Вероники. Для сценария события в RE2 в финальной версии использовался не классический костюм Клэр, а немного измененный вариант. Шорты стали джинсовыми, ботинки сменили на высокие сапоги и был стоящий воротник. Да и сама расцветка какая-то немного бледная. Для сценария Вероники были еще черновики. Например, Клэр должна была ходить с поднятыми на волосы очками, и джинсы изначально не были порваны на коленях, но позже данный элемент закрепили в концепции. Или же в определенный момент в зимней куртке, но в итоге это все не дожило до релиза. Леон и Клэр встречаются прямо на улицах Ракуна, где поочередно спасают друг друга. Разница здесь в том, что герои постоянно ходят вместе, за редким исключением. Соответственно, они встречают вместе Аду, где Клэр метко подмечает, что Леон захотел произвести на нее впечатление. Мутация Айронса происходит прямо на глазах Шерри и далее по списку. В Верке такая же ситуация с совместным хождением героев, но позже Стив сменяется Крисом. Клэр присутствует в неканоничной игре «Операция Raccoon City», которая происходит со слов «А что если?». Она впервые была показана во время первой встречи с Леоном, когда они ехали на автомобиле и были разделены после аварии. Она также встречает Шерри, и им также удается длительное время выживать. Ближе к концу игры за волчьей стаей Леон и Клэр устраивают им ловушку. Однако за Пауэр не вывозит, и она может быть как спасена ими, так и убита. Ее история продолжается при игре за Эхо 6, где они время от времени помогают героине и в итоге эвакуируют из города. Также присутствует как играбельный персонаж в мультиплеере. Она светится в не так давно вышедшей онлайн-дрочильне RE-Verse. И также Mercenaries 3DS. В игре Resident Evil Resistance всех женских персонажей можно одеть в костюм Клэр из ремейка второй части. Клэр, так же как и некоторые другие персонажи, пустились во все тяжкие, и личико нашей героини можно лицезреть в других играх как гостевого персонажа. В 2019 году вышел ремейк второй части, в котором имеются небольшие отличия. Клэр встречается с Леоном не в закусочной, а на заправке за пределами города. Далее они также направляются в участок, и она там также узнает, что брата в городе нет. Встречает Шерри и шефа полиции Брайана Айронса, который насильно забирает Шерри и требует, чтобы Редфилд принесла ей медальон, который та обронила. Однако живым она его, можно сказать, не встречает. Но ей попадается Аннет, которой здесь нет дела до ее дочери вообще, даже когда ту заразили. И только после того, как Клэр наехала на нее, она пришла в себя. Но также погибла. Клэр успешно заводит поезд, на который также успевает запрыгнуть Леон, и напинав Биркину, они спасаются. Она также светится в книгах Стефани Перри, которая каноном не является. У нее там также погибли родители, но теперь только мать погибла в автокатастрофе, а отец же на стройке. Крис и Клэр сблизились, когда они были еще детьми. Они были совами, и у них по-настоящему никогда не было своего дома. Крис всеми силами пытался заменить ей родителей. Он помог ей поступить в колледж, нанял психолога и присылал ей деньги. Она также принимает необдуманные решения. Поехала в город и говорит «холодно», и сама же не одела ни мотоциклетную, ни какую-либо другую более теплую одежду и ругает себя за это. Ей было плевать на всех, кроме Криса, и она его часто навещала. Она выросла на ужасах и историях у костра. Убийство первого зомби не далось ей легко. Хоть она и ходила на стрельбище, но убила она его, только переступив через себя. Ей намного спокойнее, когда во главе стоит кто-то другой, и ей не нужно принимать никакие решения. Она находится в хорошей физической форме, и на протяжении 2 лет пробежка на 8 километров – это был ее стандарт. В одном из сценариев Outbreak, кстати, если посмотреть список гостей в реестре Apple, то можно увидеть имя Клэр. Связано это, скорее всего, с тем, что она забронировала там номер для приезда в Ракун. Не обошли стороной нашу героиню и фильмы по вселенной Resident Evil. В версии Пола Андерсона Клэр была спасена во время апокалипсиса Карлосом и О'Джеем, которые возглавляли ударную группу, состоящую из разношерстных вооруженных сил и сотрудников полиции во время одной из спасательных операций. И через время Клэр сама стала лидером. Здесь она меткий и искусный стрелок, довольно-таки боевая девушка. Умеет пилотировать вертолет и водит машину. Не носит хвост, как в играх.
как и Джи в фильме, обзавелась вредной привычкой такой, как курение, и причем не только сигарет. После пандемии Т-вируса они колесят по небольшим городам в поисках как запасов, так и других выживших. При этом постоянно транслируя передачи о местонахождении группы КВР в эфир на разных каналах. Они организовали своего рода конвой из различных транспортных средств, который состоял изначально из 60 выживших, причем разных возрастов. Но чем дольше они разъезжали по миру, тем меньше их становилось. Да и боевики были далеко не все, а обязанности были распределены. К примеру, если героям приходилось где-то остановиться на ночь, то обязательно периметр должен был находиться под постоянным наблюдением установленных камер. В большие города они не заскакивали по той причине, что они кишат зомбарылами. А КВР чувствует большую ответственность за всех этих людей. Она не готова действовать, если не будет знать наверняка, так как не хочет жертвовать людьми, которые ей доверились. У них образовалась нехватка как топлива, так и прочих запасов, которых даже бы не хватило всем, чтобы перекусить. Да и, как уже говорил, бензин был на исходе. Но Карлос всегда был готов поддержать ее. Погода на ночь испортилась, и герои решили переночевать в том же месте. На утро они подверглись атаке зараженных ворон. И как бы КВР ни старалась, панику у выживших подавить не получилось, и многие погибли. Да погибло бы намного больше, если бы вообще не все. Если бы не вмешалась Элис и с помощью нечеловеческих способностей не спасла бы всю группу, а после потеряла сознание. Как потом выяснится, это старая знакомая Карлоса еще со времен Ракун-Сити. Придя в себя, Элис предлагает взять курс на Аркадию. Это единственное место, куда Т-вирус не добрался. КВР поначалу отказывается от этой идеи, но после голосования всех оставшихся решает взять курс на Аляску. Но сначала надо пополнить запасы. Они нехотя отправляются в Лас-Вегас и там сталкиваются с численным преимуществом зомби. Худо-бедно выжившим удается противостоять им, но ситуация меняется, когда Элис ни с того ни с сего встает столбом и перестает атаковать. Но сделала она это не по своей инициативе. И в результате очень многие выжившие погибают, за что КВР позже срывается на Элис. Герой решает забрать вертолет Амбреллы и более комфортно и быстро добраться до Аляски. К сожалению, Карлос во время прошлого сражения оказался заражен и приносит себя в жертву, дабы остальные смогли пробиться к вертушке. Однако Элис решает не лететь по своим причинам. Так или иначе, КВР и те, кто остался в живых, взяли курс на Аляску. И впервые за долгое время у них появляется надежда. Выжившие высаживаются на пляже и обнаруживают, что Аркадия – это корабль, которым управляет Амбрелла. И это является своего рода ловушкой для сурвов. Собственно, все в нее попадают, а еще им цепляет паука-инъектора. Но КВР удается сбежать. Сам инъектор давит волю и приводит к потере памяти, которая после снятия восстанавливается далеко не сразу. Именно по этой причине она нападает на Элис, когда та прибывает сюда же. Но ей удается снять инъектор. Они держат путь в Лос-Анджелес, так как Элис все еще хочет попасть на Аркадию. Ведь она не знает, что это ловушка, и Редфилд не может ей рассказать, так как не помнит. Им удается приземлиться на крышу, где также находятся выжившие. Именно они и проясняют Элис, что Аркадия – это корабль, который ходит вдоль побережья и собирает выживших. Но последнее сообщение было от них 3 дня назад. Да и как подмечает КВР, на верхней палубе никого не видно. За решеткой КВР встречает своего брата Криса, которого пока она еще не помнит. Но благодаря ему все смогли обзавестись вооружением. Однако свалить по его наводке на бронетранспортере не вышло, и пришлось выходить через дыру, которую прорыли зомби, с которыми также пришлось повозиться. На Аркадию из всей толпы попадает только троица. Ни одного выжившего найти не получается, хотя по показателям здесь находится больше 2000 людей. Спустившись вниз и увидев логотип Амбреллы, КВР вспоминает, что все это ловушка, и людей сюда заманивали специально. Здесь они встречают и дают бой Вескеру, который после пытается сбежать, но безуспешно. Элис решает сделать Аркадию сейфрумом для новых сурвов. Однако на подлете уже была Амбрелла, возглавляемая Джилл Валентайн. И предположительно, Крис и КВР были схвачены во время боя, хотя сама она говорит, что потеряла его из виду и больше не видела. Однако ей самой удалось выжить, и Амбрелла хотела пленить ее. Но пока они летели на вертолете, КВР убила пилота, и все дружно упали в Ракун-Сити. Точнее, в то, что от него осталось. Там под обломками ее нашли выжившие и решили сделать своим укрытием небоскреб. Несмотря на печальные дела вокруг, КВР смогла найти свой любовный интерес. Позже они снова нашли живую Элис,
Она рассказывает про особый антивирус, который находится в Улье, в единичном экземпляре, и его нужно заполучить любой ценой, чтобы спасти остатки людей. Через время выжившие начали готовиться к бою, так как на пути в город был доктор Айзекс, а за ним по пятам бесчисленное количество зомби. Герои сдерживают зомбаревых столько, сколько возможно, а после двигаются к Улью. Постепенно, один за другим при разных обстоятельствах, теряя своих друзей. Собственно, как и сама, Клэр также попадает в ловушку, но с помощью смекалки ей удается выбраться. Но ненадолго, так как Вескер ожидал этого и лично захватил, которого позже убивает оригинал Элис, а Клэр убивает своего любовника за предательство. Они встречают оригинального доктора Айзекса, с которым также вступает в бой, но полноценно Клеросил противостоять ему не может, и в дело вступает Элис. И после его смерти антивирус удается распылить. Но она появляется не только в этих фильмах. Еще же в «Добро пожаловать в Ракун-Сити». Родители Клэр погибли, когда ей было 8 лет, и они с Крисом жили в детском приюте, которым управляла Амбрелла. Ей периодически на глаза попадалось некое существо, которое оказалось, так скажем, дружелюбным. На тот момент Клэр узнала только имя – Лиза. Она периодически замечала, что некоторых детей из приюта куда-то уводят под видом обретения новой семьи. Как-то Уильям Биркин, который работал на Амбреллу, пытался тоже заманить Клэр тем же способом, но она сбежала. Спустя длительное время Клэр выросла и уехала из Ракуна, и не выходила на связь даже с братом. Ей было не на кого положиться, и она сама училась защищать себя. Именно так она объясняет свои навыки владения оружием. Ей не очень сильно нравился город из-за постоянно растущей преступности, и в скором времени она начала копать под Амбреллу. Клэр вышла на связь с Беном Бертауччи. Он рассказал ей о незаконных экспериментах Амбреллы, которые она проводила в городе, и сама же при этом на данный момент стала покидать его. А сам же город начал приходить в упадок. Клэр решает вернуться в Ракун и предупредить брата, несмотря на то, что они уже давно не общались, и отношения у них были несколько натянутые. Добираться ей приходится на попутках, и во время поездки с дальнобойщиком тот сбивает женщину, но та исчезает. В самом городе Клэр также замечает некое странное поведение людей. Добравшись до дома Криса, она взламывает одноцилиндровый замок, что потом дико удивляет его. Она, кстати, одевает футбольный шлем своего брата, и, возможно, она когда-то увлекалась этим видом спорта, по крайней мере, со стороны. Она рассказывает все, что ей удалось узнать от Бена, а именно, что вирус распространяется через питьевые воды Амбреллы. И также ее смущает, почему Крис не заразился. Однако ее брат не сильно рад ее видеть. Она остается одна. И на нее нападает соседка в состоянии безумия, и Клэр вынуждена бежать за братом в участок. На дороге она решает тормознуть единственное транспортное средство, которое она заметила, и в водителе она узнает Уильяма Биркина. Тот тоже узнает ее, но уезжает. Добравшись, она спасает шефа полиции от собаки и знакомится с новичком, Леоном Кеннеди. Шеф говорит ей, что Крис находится в особняке Спенсера на задании. Они решают связаться с ним, чтобы улететь на вертолете, так как по земле им уйти не удастся. Они собирают оружие, которое нашли, и решают выбираться через детский приют, так как там есть тайный проход, который приведет прямо в особняк Спенсера. В приюте они сталкиваются с Ликером, и тот убивает шефа. Но героям спастись помогает Лиза Тревор, которая до сих пор считает Клэр своей подругой, и открывает им проход. Там становится понятно, зачем и куда уводили детей под видом оплетения семьи, и ставили на них опыты. Позже Клэр спасает брата от мутировавшего Биркина, и они в составе Леона, Джилл и Шерри укатывают на поезде, уничтожив еще раз Биркина. В фильме Клэр сыграла Элли Уолтер. Как она говорит, для нее эта франшиза оказалась важной и интересной по той причине, что она никогда до этого не снималась в боевиках. Своего рода для нее это было неким испытанием. Но так же, как и Эллисон, и представить не могла, что она будет играть Клэр так долго. Первоначально ее роль была отведена Сиене, но она не смогла принять участие, поэтому в фильме решили оставить Клэр. Что забавно, ведь в книге по фильму есть и Клэр, и Джилл. В «Добро пожаловать в Ракун-Сити» ее играли две актрисы. Молодую Клэр сыграла Лили Гейл Рид, а в более привычном нам возрасте – Кая Скоделарио. Она хотела создать идеальную Клэр для фанатов и была рада, что у нее было много воплощений,
так как помимо своего она хотела взять лучшее от каждого образа. Хвостик Клэр является важной частью ее образа, но от него отказались, как и в прошлой вариации фильмов, как говорит актриса, потому что под дождем это выглядит некрасиво, и любая актриса может это подтвердить. Также добавила, что при переносе персонажей из видеоигры есть вещи, которые не будут работать на больших экранах, поэтому в некоторых случаях приходится идти вразрез с видением фанатов. Одна из важных деталей Клэр для нее – это ожерелье, которое ей отдали после съемок забрызганной кровью. Ее кумиром была Сара Коннор. Она не является диким фанатом хоррор-фильмов, но все же ей нравятся резики. И именно этот фильм подогрел еще больше интерес к этой франшизе, особенно в процессе съемок, так как это все помогло ей снова вернуться к тренировкам, да и помогло ей чувствовать себя более уверенно, так как она больше не изображала симпатичную девушку, которая стоит где-то в углу, как в других фильмах. Она бы также не против была вернуться к роли Клэр, однако отмечая, что во время карантина съемки давались очень тяжело. Элисон Корт. Канадская актриса, которая прижилась к роли Клэр и озвучивала ее во всех частях и разных появлениях не только в рамках одной франшизы, и она сама же была этим удивлена, так как ее все время просили повторить озвучку. Но в таких проектах, как Revelations 2, ремейк второй части, Infinity Darkness и Dead Island, она участия не принимала. И вопреки слухам о том, что Capcom ей звонили, но потом отказались, она ответила наотрез, что нет, такого не было и ей ничего не предлагали. Она была расстроена, узнав об этом, так как, можно сказать, она имела право собственности на персонажа, так как озвучивала его очень долго. Но в то же время понимала, что это просто бизнес. Она специально не ждала, когда покажут трейлер новой игры без ее участия, и сама выложила обращение фанатам. Фэны даже как-то организовали петицию о ее возвращении, но, как мы уже знаем, ничего хорошего с этого не вышло. Однако, как она сказала, она была рада быть частью этого мира, и озвучивать Клэр для нее было потрясающе. Джеймс Бейкер. Псевдоним актрисы озвучки Revelations 2. Поскольку запись была сделана без контракта, одобренного профсоюзом, то и свое сценическое имя ей использовать запретили. Стефани Паниселло. Озвучила Клэр в ремейке второй части, Бесконечной тьме и Dead Island. С Клэр она была знакома еще до озвучки. Играла хоть и не во все игры, но захватила оригинал второй части. И также была шокирована, что попала именно на нее. С оружием она чувствовала себя более уверенно, так как уже была знакома с ним ранее. Большая поклонница Лары Крофт. К Элисон она испытывает уважение. Ей поручили взять все, что было в сущности Клэр, и переосмыслить. Не так, будто это новый персонаж, а сделать ее именно своей. Она была бы не против еще несколько раз озвучить Клэр, по той причине, что она считает само по себе это круто, когда ты берешь одного персонажа и постоянно развиваешь его, и привносишь что-то свое, при этом не ломая старое. Согласно Элисон Корт, облик Клэр из второй части был взят с Нив Кэмпбелл, а в Код Вероника – с Лив Тайлер. Модель лица в Хрониках Темной Стороны, Операция Ракун Сити, Revelations 2 и Бесконечная Тьма была Диана Ладниер. Джордан МакКьюэн. Канадская модель, которая послужила моделью, опять-таки, персонажа в ремейке второй части. Захват движения для Degenerations произвела Лори Ром. Клэр также является героиней некоторых комиксов, но каноничный я уже упомянул, а в остальных довольно-таки вольный пересказ событий. Перед выходом второй части, как оригинала, так и ремейка, выходили промо-ролики с живыми актерами. Если кому интересно, Клэр сыграла в оригинальном ролике Адриана Франц. Данный ролик подходит к концу, друзья. Не забываем оставить реакцию в виде лайка или диза под видео, а также написать комментарии, как именно вы относитесь к данному персонажу. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. Увидимся!